Мое почтение, величественные генералы! Хотите верьте, хотите нет, но уже почти год прошел с дня выхода замечательнейшей игры Kingdom Rush Alliance. На момент записи этого видео я успел наиграть в Альянс 114 часов и закрыть все 85 имеющихся достижений. Ну ты и задрот, бро. И казалось бы, можно на этом остановиться, ну как минимум до следующего обновления. Так нет, какого-то лешего меня посетила гениальнейшая идея, а не пройти ли основную кампанию игры, используя только лишь башни лучников, конечно же при поддержке героев. Но с одним маленьким нюансом: использовать я могу только бесплатные стрелковые башни и только лишь бесплатных героев. Так сказать, никакого преимущества перед играющими на мобильных устройствах. Ну что же, начнем. Новая кампания, уровень сложности ветеран. Так как невозможное открывается только после полного прохождения основной кампании на ветеране. Условия довольно просты. Использовать могу только королевских лучников и баллисту. Сразу отвечаю на возможный вопрос. Дворфийский огнемет — это артиллерия, а стрелки на ракете — это в первую очередь казарма. Поэтому эти башенки, увы, в резерве. Героев могу использовать Веспера, Рейлин, Ниру и Гримсона. Весь список бесплатных героев. Герои качаются постепенно, с поэтапным прохождением миссий. Это же касается и древа улучшения. Очки получаю как бонус после прохождения уровня. Могу свободно использовать все способности героев, дары игры в виде поддержки на уровнях и опцию вызова подкрепления. Отдельная, это уже личная персональная задача пройти все этапы на 3 звезды с первой попытки без переигровки. А зная свою болячку пропускать врагов с крапулькой хп на последней волне, с выполнением этой задачи могут быть проблемки. Особенно в коррумпированной долине порчи, чтоб ее. Итак, пройдя тренировочный уровень под названием «Море деревьев», мы знакомимся с башенками игры, встречаемся с рядовыми свинками армии дикозверей, кабаном-захватчиком, грязным нарушителем спокойствия, имеющим 48 единиц здоровья и урон 2-4 единицы, и чуть более свирепым вепрем, клыкастым борцом, который уже имеет 20% физ-броню, обладая 96 единицами здоровья и уроном в размере 4-6 единиц. А также на 4-й волне нам уже выдается первый геройчик игры Веспер базовой сборки 1-го уровня. Также 1-го уровня и башня королевских лучников с уроном 3-5 единиц. Все довольно просто, понятно и легко. 3 звезды. Второй этап под названием «Ворота Стража» встречает нас приятным сюрпризом от темного волшебника Везнана. Прикиньте, в лице второго героя игры, точнее героини, представительницы темной армии Рейлин, которая также стартует на 1-м уровне прокачки. Помимо этого, нам доступна башня королевских лучников 2-го уровня с уроном 8-11 единиц. Враги на этой локации представлены уже знакомыми нам кабанчиком-захватчиком и клыкастым борцом, а также новыми представителями дикозверей, хитрыми и коварными крысами-головорезами, которые имеют 60 единиц здоровья и урон 8-12, при этом становятся невидимыми в момент удара по врагу. Но изюминка этой локации — первый жирный враг игры медведь-авангардец, который имеет 600 единиц здоровья при уроне в размере 12-20 единиц, так еще и 60% физ-броню. А у меня там чё в активе? 2 героя 1-го уровня, башенки с максимальным физуроном 11 единиц и без должной задержки? Ну-ну. Так еще этот авангардец впадает в ярость, когда рядом умирает его собрат. Что это означает? Я вам сейчас скажу. Тройной урон по площади. Как итог, один мишка все же проскочил, но свои 3 звезды я забрал. Уровень ветеран, 1 попытка. Приз за мои старания — прокачка героев до 2-го уровня и первые 3 балла для древа улучшений. Следующий этап «Сердце леса» демонстрирует нам прекраснейшие пейзажи мест обитания древесников, но и грязных дикозверей здесь также хватает. На этом этапе нам доступна башня королевских лучников 3-го уровня с уроном 15-23 единицы. Справившись с первыми штурмами уже знакомых нам врагов, на 3-й волне мы впервые встречаемся с черепахой-шаманом, гнилая душонка, имеющий 300 единиц здоровья, обладающий 60% защитой от магии и смешным уроном в размере 3-4 единиц. Правда, имеет дальнюю атаку и лечит врагов. Проходной враг.
Как в принципе и первый летающий враг Альянса, патрульный стервятник с 50 единицами здоровья появляется на 6-й волне. Единственное его достоинство в том, что он летает. Прекрасный моб для фарма золотишка, с учетом того, что стрелы летят из каждой дырки. Как итог, уровень пройден без проблем на 3 звезды, сложность ветеран с первой попытки. В награду за мое величественное прохождение я получил нового героя Ниру 3-го уровня и плюс 3 для прокачки древа улучшения. А также прокачал Веспера и Рейлин на 3-й уровень. Магическая цифра 3 в сердце леса. Проведя замену Ниру на Веспера, войско Альянса отправилось покорять изумрудные вершины. Уровень довольно удобный, расположение точек комфортное, имеется уровневая башня древесников-копейщиков, вести оборону одно удовольствие. Ко всему прочему, на этом этапе мне доступна башня королевских лучников 4-го уровня с уроном в размере 26-38 единиц. А это значит, что в моем распоряжении первая фуловая башня стрелков с 2 замечательнейшими способками – бронебойщик и орлиная охота. Размявшись на уже знакомых нам врагах на 5-й волне, мы впервые встречаемся с новым представителем дикозверей – гадюкой Смертострелом, обладающий дальней и ядовитой атакой. Но не спешите пачкать штаны, ибо здоровье у этой ползучей гадины всего лишь 120 единиц, серьезно, и 30% защита от магии. А урон настолько мал, что его практически незаметно. Так этот снайпер еще и дистанцию не держит. Прям гладиатор, ползущий на смерть. На 7-й волне становится немного интереснее, так как в разных уголках начинает подъезжать подкрепление свинок на лифтах. Но и это не создает особых проблем. 10-я волна знакомит нас с новым врагом – гнилоклыкастой гиеной, обладающей неплохим уроном в размере 14-22 единиц при 200 единицах хп и 20% физброней. А также лечится, поедая павших солдат. Возможно, этот враг и создал бы проблему, если бы я использовал в своем построении юнитов. Но нет. 3 звезды, сложность ветеран, 1 попытка. Это позволило прокачать героев на 4-й уровень, получить очередные 3 очка для древа улучшения, а главное, я открыл для использования башню стрелков баллисту. Вот так не спеша, постепенно мы уже добрались к разоренным окраинам. Этап представляет собой некую границу между цветущими землями древесников и логовом дикозверей. Имеет 3 основных выхода врагов и 2 точки защиты. А еще на карте есть мило дремающий мишка с огромнейшим топором. Его попрошу запомнить. На данном этапе мне, как и раньше, доступны золотые лучники 4-го уровня, а теперь еще и баллиста 4-го уровня, имеющая урон 25-28 единиц и 2 мощнейших способки, последний штрих и мусорная бомба. Традиционно, наваляв кабанчиком в самом начале, на 5-й волне нас вновь знакомят с новым врагом, скунсом-бомбардиром, который имеет 160 единиц здоровья, урон 3-4 и 60% сопротивление магии. При этом его атаки ослабляют солдат, и в момент смерти скунс взрывается. Ну и вонючка. Ах да, еще и имеет дальнюю атаку. Небольшие неудобства для героев и подкрепления, но не более. И вот мы играем, никого не трогаем, как вдруг на 8-й волне просыпается свирепый мишка и такой: меня будить! Начинает рубить деревья, открывая еще один проход к крайней точке. На 13-й волне мы впервые сталкиваемся с мини-боссом Носорогом-разрушителем, который имеет 1500 здоровья, 48-64 единиц урона и стоит аж целых 2 жизней, но вот какой-либо броней обделен. Правда, умеет быстро разбегаться и таранить наших юнитов. Как по мне, приставка мини-босс уж слишком громкая для этого врага. Обычный жирный моб с приличным уроном. Даже выход нескольких таких рогачей не создает проблем. 3 звезды, ветеран с первой попытки. И вот, наконец, финальная битва в логове диких зверей. В правом углу великие непобедимые королевские лучники, приправленные силой и мощью баллисты.
В левом углу кабан-переросток, плавающий в луже грязи и руководящий своей свитой дикозверей. Уровень безумно удобный с своей географией и расположением выходов врагов. Какую бы мы стратегию ни выбрали, она обязательно будет победной. Единственное, за кем стоит следить, так это за хитрым вепрем, который всячески пытается открыть ворота и выпустить на волю своих собратьев. Да и сам босс-файт не выделяется ничем особенным. Гарри Гринт имеет 8000 здоровья урон 120-160 единиц и легкую физброню. При этом двигается довольно медленно и неуклюже. Легкая победа на ветеране, 3 звезды, 1 попытка. По завершению прохождения логова дикозверей нам стают доступны мини-кампании «Неугасимая ярость» и «Древний голод». Но это, друзья, уже совсем другая история. А наша история продолжается в Мрачной долине, где нам предстоит столкнуться с новой угрозой и новыми врагами в лице фанатичных культистов. Карта имеет довольно интересное строение, 2 основных выхода врагов и 2 точки, которые необходимо защищать. Интригу нагоняет открытая пещера и ущелье, разделяющее ее с основной землей. Основа армии культа — это послушник культа, который призывает щупальце при смерти. Он имеет 200 единиц здоровья и 6-10 урон, а это уже говорит о том, что в этой части кампании враги будут посолиднее дикозверей. Так еще и щупальце послушника имеет 80 единиц здоровья и 90% сопротивление магии. Правда, эту какашку можно не трогать, так как спустя несколько секунд щупальца сама пропадет. А уже на 4-й волне нас ждет интересный сюрприз и знакомство с новым летающим врагом, оскверненным охотником со здоровьем в размере 180 единиц, который при получении урона телепортируется далеко вперед, и тут сразу вспоминаются ракетчики из первой части. И даже несмотря на то, что этот враг не наносит урон и не имеет никакой брони, при первой встрече с ним возникает вопрос, что это вообще только что было? Но отойдя от легкого шока, в дальнейшем, зная, как справляться с охотником, выстроив оборону, воздух перестает быть проблемой. Даже в момент, когда из той самой загадочной пещеры также начинают появляться оскверненные. И только ты расслабишься и решишь хлебнуть кофейку, как тут же на 8-й волне встречаешься с коварной сестрой, которая имеет высокую защиту от магии. Целых 600 единиц здоровья и магический урон при дальней, мать его, атаке и физически в ближнем бою. Хера себе поворот судьбы. И это еще не все. Если коварной сестре не уделить должного внимания, она начинает активно спавнить кошмарные кошмары, которые имеют 120 единиц здоровья и 6-10 урон, но при этом невидимый для башен, пока не блокируется в ближнем бою. А я чё, без казарм, да? Ну-ну. Правда, постоянный контроль героев и активная работа подкрепления решают эту проблему, что дает возможность пройти этап на 3 звезды ветеран с первой попытки. Так еще и героев качнул на 6-й уровень. Следующий этап в карминовых шахтах, как ни странно, мне показался не сложнее предыдущего. Огромная карта лабиринтов, тоннелей и поворотов судьбы, в прямом смысле слова. Так как зачастую враги наступают по длинному пути, как, например, те же оскверненные охотники, которые и половины пути пролететь не успевают. Помимо этого, мы имеем возможность освободить 4 стрелков-эльфов из заточения культистов, которые в дальнейшем помогают нам на постоянной основе глушить тех же взглядорожденных. Новый враг, имеющий 200 единиц здоровья, урон 8-12 и, конечно же, как практически все пауки, сопротивление магии. Правда, низкое. Проблемой могли бы стать те же коварные сестры со своими кошмарами. И еще большей проблемой новый враг, жрец культа, имеющий 400 единиц здоровья, 90% защиту от магии, магическую дальнюю атаку в размере 18-28 и наносящий физический урон в ближнем бою в размере 7-11 единиц. Мало того, на пороге смерти жрец культа превращается в отродье, имеющий на минуточку 900 хп при 50% броне. Да и урон не слабый, 26-38 единиц, который может заваншотить юнита при низком здоровье, но спокойно блочится героем, если, конечно, не собираются в толпу. В целом уровень довольно веселый, но все же проходной. 3 звезды, ветеран с первой попытки. И особенно приятным бонусом прохождения карминовых шахт есть открытие еще одного бесплатного геройчика Гримсона, стартующего сразу с 5 уровня.
Ну и само собой, я взял его в компанию к Ниру на прохождение следующего уровня под названием Зловещий Перекресток, и на самом деле не прогадал, так как по мне именно этот этап становится переломным в сложности Альянса. Зловещий Перекресток — это две параллели, которые имеют множество секретов и неожиданных развитий сюжета. При этом точки для постройки башен, скажем так, не самые удобные. Первые волны не несут особой угрозы, мы спокойно топчем взглядорожденных с послушниками культа, которые монет-то особо не дают. Как вдруг на экваторе третьей волны загорается пентаграмма, и из своеобразного алтаря спавнятся кошмары, которые, сломя голову, мчат к этой самой пентаграмме, дабы окончательно погрузить нас во мрак. Так как, позволив им это сделать, они моментально превращаются в закованный кошмар, который имеет 350 здоровья при 80% физброне и урон в размере 12-18 единиц. Но самое ржачное, при уничтожении он вновь превращается в обычный кошмар. Еще один подарок этого этапа — новый враг — Оковщик, который имеет 750 здоровья, урон 18-26 и 60% защиту от магии, который при низком уровне здоровья сковывает башни. Но это и его слабость, так как в этой позе ему отлично дают поджопники наши герои и юниты. Максимально уровень раскрывается на 10 волне, когда Овечкина приваливает мостом и открывается еще один путь для врагов. И теперь необходимо держать 4 зоны спавна упырей. Но и с этой задачей моя оборона справляется. 3 звезды, ветеран с одной попытки. Двигаемся дальше. На очереди двор храма, а у меня Ниру 7 уровня и Гримсон все еще 5 левела, но зато башенки заправлены и готовы отстреливать врагов. На данном этапе наша задача защищать 3 точки и удерживать 4 зоны спавна врагов, 2 из которых, правда, находятся в крайней части карты. Отдельное внимание выходу врагов практически у самых флажков, но тут немного помогает ачивка с 4 солистами группы Village People и их знаменитым хитом UMCA. Также по центру карты у алтаря периодически появляются послушники культа, которые колдуют всякую каку, мешающую нам нормально бить врагов. Одно из таких умений — спавнить очередного мини-босса — Кристального Голема, который имеет 2400 здоровья, урон 30-48 единиц и 80% физброню. Не слабо, так я вам скажу. А учитывая уровень моих героев на этом этапе, с ним приходится повозиться. Еще один оригинальный враг этого уровня — прирученный охотник, который теперь служит ездовым животным культа. А типа до того оскверненный охотник нам проблем никаких не создавал. Правда, этот разожрался аж до 1500 единиц здоровья, что уже не позволяет ему телепортнуться через полкарты. Ну и конечно не забываем про всех уже известных нам врагов, которых на этом этапе очень много. Как по мне, этот уровень на порядок сложнее всех тех, которые я озвучил до этого. Но все же победа, 3 звезды, ветеран с первой попытки. Ну что же, вот мы и добрались к финальному этапу второй части нашего сегодняшнего триллера. Ниру 8 уровня, Гримсон под номером 6 и плато Каньона, где предстоит впервые встретиться лицом к лицу с провидицей Мидриас и побороться за спасение души короля Динаса. Локация в форме морской звезды с 4 зонами спавна врагов, 2 из которых прямиком с преисподней, измерения наблюдателя, и 2 основных точки для защиты. Вплоть до 5 волны мы красивенько так бьем уже знакомых нам врагов. И ничего вроде не сулит беды, пока вдруг внезапно из отрыжки мультивселенной не вылетает моргатель пустоты, который имеет способность оглушать юнитов и героев и обладает 350 единицами здоровья. И как по мне, именно эта жопа с крыльями начинает эру ужаснейших летунов Альянса. Зачастую моргатель вылетает с толпой врагов, имеет колоссальную скорость и к тому же летит как пьяный мастер по кривой через всю карту. Ах да, чуть не забыл, в течение всего прохождения этапа Мидриас блочит башни, спавнит свои проекции и просто ведет себя фу-фу-фу некрасиво. Ну и уже в концовочке, в момент сражения со скверненным Динасом, нам в лицо плюют взглядышами, которые обладают большой скоростью и 60 единицами здоровья, но про них чуток позже. А пока 3 звезды, ветеран с первой попытки. После спасения короля облака над горизонтом рассеялись и показался финальный остров нашего величественного пути. И вот тут игра раскрылась вовсю,
Такого жесткого перехода к реально хардовским уровням я не припомню ни в одной из частей. Отравленные угодья имеют довольно удобную структуру для построения защиты. 2 точки спавна врагов, 2 зоны для защиты, участок, где пересекаются тропинки движения врагов, так еще и места для постройки башен очень комфортные. Так сладко, что аж противно. И поневоле задумываешься, а в чем-то подвох? И оказалось, он тут есть. Первый враг, с которым мы встречаемся, это безмозглая оболочка. Враг, который имеет на минуточку 300 здоровья и 10-15 урона. Костяк армии этой части пути. Но главное, после смерти катапультирует взглядышей за спины героев почти в самый тыл обороны. И это может таки быть проблемой, ведь эти глисты довольно шустрые, их много. А уже на второй волне открывается взгляд наблюдателя, который исцеляет врагов, находящихся в зоне действия, и активирует их уникальные способности. Правда, закрыть это уродство можно, вызвав моментально следующую волну. Но и это не всегда идет на пользу. На 7-й волне показывается мерзкий рассадник, новый враг данного этапа. Он имеет 1000 хп, 30% защиту от магии и урон в размере 14-21 единиц. И вот если его не заглушить у самого выхода, он успевает призвать свои многочисленные летающие глаза, имеющие 80 здоровья и очень быстрые в полете. Жесть. Ну и не забываем про постоянный спам взглядышей и безмозглых оболочек под действием взгляда наблюдателя. Первая сложность у меня возникла на 12-й волне, когда чуть было не возник прорыв, но удалось справиться, добив врага уже за самой ленточкой. И это, пожалуй, было самым нервным на этой локации. По итогу 3 звезды, ветеран с первой попытки. На этот момент я успел докачать Ниру на 9 уровень, Гримсон под номером 8, а впереди оскверненный храм, на голову сложнее своего предшественника. Уровень представляет собой череду кривых дорожек с шахтами по бокам и ступеньками до небес, откуда и будут идти враги. Ну и конечно, летающие уши в стиле пьяного мастера по дугообразной кривой. Ах да, чуть не забыл, посередине глазик-алмазик. Еще есть уровневая башня, которую буду использовать только в самом крайнем случае. На 5-й волне мы знакомимся с одним из самых опаснейших врагов всего Альянса — Ядовитый Плевун, который имеет 600 единиц здоровья, урон 9-14, при этом в момент атаки накладывает отравление на юнитов, имеет огромнейший радиус поражения и всегда попадает в цель. А под воздействием взгляда получает 90% защиту от магии и ядовитую ауру. Ужасно неприятный враг. А теперь представьте компашку из Плевуна и Моргателя Пустоты. Именно этих 2 уродца прогрызли себе путь сквозь мою оборону, и уже на 6-й волне у меня минус 2 сердечка. А на 10-й волне из своей норки показывается Саблерукий Ужас, имеющий 1200 здоровья, урон 28-42 и который под воздействием глазика катится на высокой скорости и не может быть заблокирован. Ну и конечно же традиционный спам уже известных нам врагов с постоянным увеличением на каждой волне. И вот, когда уже казалось это пройден, началось твориться немыслимое. Возможно, усталость от многочасовой игры и потеря концентрации сыграли против меня, но под конец 15-й волны я умудрился потерять обоих героев, и на горизонте показался лютый прорыв обороны. И вот тут я впервые задействовал темный луч, который заменил мне 2 павших героев. По итогу 2 потерянные жизни, чего не было еще со времен Дикозверей, но заработал 3 звезды на ветеране с первой попытки. Получив такой негативный опыт и взяв паузу, я во всеоружие отправился в коррумпированную долину Порчи. Уверен, многие помнят эту локацию. Казалось бы, ничем не примечательная карта. 2 зоны спавна врага, 2 линии защиты с удобнейшим полуостровком для постройки башен. Но черт побери, хитрожопое озеро, из которого вылазит колосс плоти, имеющий 3500 здоровья и 80-120 урона, при 40% физброне, который еще и стоит 5 жизней, если в это самое озеро залетит нужное количество взглядышей, которых на этой локации, мягко говоря, немало. Открывающийся на 10-й волне 3-й выход врагов, где уже поджидает взгляд наблюдателя. А их тут 2. Но самое стрёмное, мы впервые встречаемся с
самым, не побоюсь этого слова, ужасным врагом всего Альянса. Растущее бедствие, которое имеет 3 формы с разным уровнем здоровья, 30% физброней и также увеличивающийся урон с каждой трансформацией при пожирании наших юнитов. Надо же было придумать такую голодную тварь. Ко всему прочему, на финальной стадии превращения растущее бедствие имеет 1500 здоровья, так при этом еще и летает. Ах да, чуть не забыл, когда растущее бедствие попадает на взгляд наблюдателя, моментально переходит в 3-ю фазу и стремительно летит сквозь все наши укрепления. Поэтому на этой локации основных 2 задачи: задушить взглядышей до попадания их в спящий вулкан и завалить растущее бедствие на 1-й фазе, не дав ему добраться к глазику. Справившись с этими задачами, мне удается пройти этап на 3 звезды, ветеран, не пропустив ни одного врага с 1-й попытки. Докачав Ниру на 10 уровень и в надежде докачать Гримсона также на 10 уровень, я отправился в гости к провидице Мидриас в сторону Вырвиглазной башни. Господи, ну и названица. Эта падла еще со времен дикозверей воздух портила и напрягала своим периодическим появлением. Сама структура карты очень интересна. С одной стороны, прекрасный пятачок для постройки практически у самого выхода врагов башенок. Притом, перекрывая обе стороны спавна врагов, бесплатных точек для постройки больше чем достаточно. Так еще и в тылу можно оборону выстроить как захочется, ведь врагов на локации очень много и монет в целом хватает. Но с другой стороны, именно это количество разнообразных врагов создает жуткое напряжение на протяжении всего прохождения этапа. К тому же, четенько по центру располагается взгляд наблюдателя, который словно буровая платформа в момент открытия покрывает огромнейшую площадь, захватывая обе линии движения врагов. А теперь представьте картину, где первым эшелоном атакует безмозглая оболочка, стреляющая взглядышами. За ними идут отродья и катится саблерукий ужас, которых с воздуха прикрывают моргатели, чтобы их пустоты, а в крайней части карты подглядывает мерзкий рассадник, готовый в любой момент выпустить свои летающие дроны. Но и это еще не все. Самое сладкое начинается, когда на карте с верхнего фланга штурмует ядовитый плевун, а в нижней части карты движется колосс плоти и огромная, просто огромнейшая толпа растущего бедствия. И да, в этот момент глазик наблюдателя открыт. И вот, справившись с этой жопой, выходит на поле боя провидица Мидриас, имеющая 15 тысяч здоровья, 160-240 единиц урона, которая спокойно в момент может уничтожить героя, так еще и имеет 90% магическую и, внимание, физическую броню. Благо на этом уровне в качестве подкрепления нам дается король Динас, который мечом Алини решает исходы битвы в нашу пользу. Уровень пройден на 3 звезды, ветеран с 1-й попытки. Так и не докачав по итогу Гримсона на 10 уровень, пару с Ниру и при поддержке все тех же королевских лучников и баллисты, армия Линерии приблизилась к пику голода, где уже поджидал слизняк космического масштаба наблюдатель. И даже несмотря на то, что я традиционно умудрился пропустить одного взглядыша под воздействием глазика, эта битва была обречена на победу с самого начала. Один из самых жирных боссов во всей франшизе Kingdom Rush, имеющий в своем активе 30 тысяч хп, всего лишь меняет местами башни и уничтожает, внимание, стратегические точки, даже если на них не построены башни. Сплошное разочарование. А ведь этот босс-файт имел шанс быть более интересным, если бы разрабы оставили способность наблюдателя обхватывать башню своими щупальцами и через некоторое время, если игрок не успевает заплатить 100 золотишко, а еще лучше бы 200, затягивать ее в пустоту навсегда. Но не судьба. Итак, делаем выводы. Мне удалось пройти все этапы основной кампании игры на ветеране с 1-й попытки на 3 звезды, используя только лишь бесплатных героев и 2 бесплатных стрелковых башни. Небольшие трудности возникали только лишь на старте игры, когда герои были сырыми, а башни базовых уровней, и этапы в измерении наблюдателя, где враги обладали высоким уровнем здоровья, приличным уроном и не слабым такими способностями. Но в целом игралось спокойно, без особых пожаров у наших ворот, и я с полным
полной уверенностью могу сказать, что данные башни без проблем тащат прохождение всей кампании. Ну а если вам было интересно и это видео наберет приличное количество просмотров, мы обязательно отыграем все мини-кампании и ДЛС-очку Альянса в том же составе, но уже на уровне сложности Безумец. А на этом пока все. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Па-па.